Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередной монстр. Хотя нет, этого парня даже монстром назвать было бы слишком просто. Он скорее настоящий мутант калистеники. Да что тут говорить, вы просто посмотрите это видео и вам все сразу же станет понятно. Venga, va fuerte. Va. Fuerte, fuerte. Venga, tío. Vamos arriba, Ahí empuja. va, hostia. Ya lo tienes. Ну как, впечатляет? Выходы на кольцах являются одними из самых сложных с точки зрения техники и усилий, прилагаемых для их выполнения. И я говорю это не понаслышке. К примеру, вот как я делал обычные выходы на турнике. А теперь посмотрите, с каким трудом дались мне те же самые выходы, только на кольцах. Это не так просто. Хорош. А теперь представьте, что будет, если сверху накинуть еще 60 килограмм. Я, если честно, увидев это видео впервые, еще раз 6 его пересмотрел, потому что просто не поверил своим глазам. Парня, которого вы видите на своих экранах, зовут Пере Кол Фернандес, и родом он из Испании. Закончил этот парень вуз по специальности аэрокосмическая инженерия, и то, что он делает, действительно больше относится к разряду космической инженерии, нежели к воркауту. Вот что сам спортсмен пишет о своем же рекорде. Выход силой на кольцах с весом 60 килограмм – это действительно одно из моих самых больших достижений. Ты никогда не поймешь, насколько тяжелыми могут быть 60 килограмм до тех пор, пока не сделаешь с ними выход. Для того, чтобы понять, насколько сложно сделать такой выход, предлагаю посмотреть видео какого-нибудь очень сильного спортсмена, который просто подтягивается с таким весом. Вот, например, Алексей Шредер подтягивается с весом 64 килограмма. Делает он это, признаться, довольно чисто и подконтрольно, но как думаете, хватит ли ему сил, чтобы сделать с таким весом выход, да еще и на кольцах? Предлагаю сделать из этого видео некий челлендж и распространить его, написав топовым атлетам и блогерам, чтобы посмотреть, кто же среди наших ребят смог бы сделать подобное или хотя бы приблизиться к такому результату. Пишите также в комментариях свои предположения. Я, к слову, на своем втором канале также в скором времени попробую сделать выход с весом на кольцах. Знаете, мне в Instagram пишут множество атлетов с просьбой рассказать о них, и 95% из них не медийны, однако результаты, которые они показывают, порой действительно невероятные. Вот, к примеру, недавно мне написал спортсмен по имени Артем Широков. Сейчас ему 19 лет, его рост 173 сантиметра, а вес 76 килограмм. И вот его выход на кольцах с весом 40 килограмм, да еще и на 2 повторения. А рекордный результат Артема составил 45 килограмм. На данный момент это максимально приближенный результат к тому, о котором мы говорили. Так что если кто-то сможет сделать больше, обязательно пишите мне. Но помните, если у вас в городе нет гимнастического или кроссфит зала, то кольца придется покупать самостоятельно, и очень желательно, чтобы это были настоящие профессиональные кольца. Иначе можно нехило так травмироваться. Вот, к примеру, очень хороший вариант, только не берите вот такие. В данном случае лучше не дешевить. Я реально проверил везде, где только можно, хорошие кольца стоят в районе 2000. Так же, как и главный герой нашего сегодняшнего сюжета, я тоже начал использовать спортивные резинки различной жесткости для разминки. На данный момент использую среднее сопротивление и резинки фирмы Inex. Если что, ссылки на эти товары я оставлю в описании. Теперь несколько слов о Пере. Этот атлет совсем не медийный. Даже для того, чтобы найти его страничку в Instagram, мне пришлось приложить немало усилий. На данный момент там всего лишь 70 публикаций и 6000 подписчиков. Самым популярным его видео является именно этот фрагмент с рекордом, который посмотрело чуть более 18 тысяч человек. И так как в интернете о нем ничего не сказано, для того, чтобы выведать больше информации об этом атлете, я решил написать ему в Instagram и провести короткое интервью. Парень без проблем отозвался и даже поделился своими видео в хорошем качестве. Что ж, не буду тянуть, давайте я расскажу, что удалось узнать в процессе нашего с ним общения. Итак, парню 20 лет, его рост составляет 180 сантиметров, а вес 80 килограмм, что отмечу совсем немало для воркаутера, который к тому же ставит такие рекорды.
На вопрос, знает ли он кого-нибудь, кто мог бы делать выходы с таким же весом, он ответил, что нет. Видел однажды выход с весом 50 килограмм, но его рекорд, по всей видимости, можно считать мировым. При этом гимнастика для парня – это всего лишь хобби. Как я уже говорил, он изучает аэрокосмическую инженерию. Также 2 дня в неделю после обеда работает в качестве учителя по 3D дизайну, а на выходных работает судьей по плаванию. Ведь до того, как Пере открыл для себя воркаут и калистенику, он 9 лет занимался плаванием. Хотя стаж воркаута у спортсмена тоже немал – 6 лет, при том, что тренируется он от 5 до 6 раз в неделю, а также до сих пор плавает 1-2 раза в неделю. Парень сам написал, что это очень тяжелая работа, и не каждый сможет инвестировать такое же количество времени на тренировки, как это делает он. Но не будем решать за вас, уверен, что среди моих подписчиков достаточно крутых воркаутеров, которые также тренируются с полной отдачей и готовы повторить тренировочную программу Пере, которой он без всяких проблем поделился с нами. Итак, начинает спортсмен с разминки. А именно 5-10 минут различных выпрыгиваний, затем еще 15 минут разогрева с тренировочными резинами, после чего парень сразу же переходит к выполнению горизонтов и переднего виса, пока позволяют силы. Затем работает над растяжкой мышц ног и тренирует стойку на руках. Это что касается каждодневной рутины. После вышеперечисленных упражнений дальнейшая тренировка зависит от конкретного дня и самочувствия. Например, Пере может тренировать статику 3 дня подряд, а остальные 3 дня использует для развития силы. То есть отжимается на брусьях с весом, делает подтягивания и выходы с весом. Кстати, у многих, наверное, возник вопрос, сколько же ему при таком росте и весе тела потребовалось времени для изучения горизонта? И ответ вам вряд ли понравится. По словам атлета, на изучение горизонта ноги врозь у него ушло целых 4 года. Также он признался, что этот элемент ему дался супер тяжело, но сегодня его целью является так называемый самолет и горизонт ноги вместе. Как видите, сами по себе рекорды не образуются, но что можно также выделить из рассказа Пере, так это то, что какой бы у тебя ни был рост, вес или генетика, всегда можно добиться абсолютно любого результата и рекорда. Вот лично мне говорили, что горизонт с весом выше 75 килограмм и ростом выше чем 1,80 м выучить крайне тяжело. Но как видите, это не невозможно. Так что если у вас есть настоящее неподдельное желание делать то, что делает этот парень, и выглядеть более атлетично, либо же у вас есть какая-нибудь другая цель, вообще не связанная со спортом, возьмите его пример как образец и не слушайте умников, которые будут уверять вас в неспособности что-то сделать. Конечно, многие могут спросить, а для чего это все? Столько времени на спорт, да еще и работает. А жить-то когда? На самом деле, спорт вполне может стать его работой, особенно когда есть такие впечатляющие результаты. Спортсмен признался, что хотел бы прокачать свой инстаграм и найти спонсоров, чтобы ездить по соревнованиям и зарабатывать на любимом деле. И я думаю, что у него все получится, ведь ему всего 20, и делая о нем видео, я очень рад, что стал одним из первых, кто заговорил об этом атлете. Ведь я уверен, что совсем скоро, если парень продолжит в том же духе, о нем узнает гораздо больше. Инстаграм Пере, к слову, будет в описании под этим видео. А вас попрошу не забыть нажать на колокол и подписку. Я знаю, что как зрителей вас уже, наверное, дико задолбал этот призыв, ведь вы его слышите в прямом смысле слова каждый день от каждого блогера. Но статистика говорит о том, что, напоминая вам об этом, коэффициент становится гораздо выше. Считайте это оплатой за мой труд, и если вам действительно понравился этот выпуск, проявите активность. Ну а я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Outro abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão